Так, друзья, вы у меня часто просите, покажи памятник водопроводчику. А вот этот памятник, написано на ньому Харківському водопроводу 140 років. В 21 році это установлено. Я думаю, честно говоря, что после войны этой в Харькове появится еще не один памятник харьковскому коммунальщику, коммунальнику, как угодно можно назвать, потому что в нашем городе коммунальщики это были герои, которые не боялись обстрелов, несмотря ни на что. Был обстрел, они выходили, и утром мы видели красивейший город, чисто убранный, высадка цветов. Была даже в самые страшные месяцы в 2022 году. Можете посмотреть на моем канале. Так, сейчас 6 часов вечера, и мы с Норочкой отправились по делам. Мы уже сделали свои дела, которые у нас были запланированы. Нора немного подустала. Да, Нора? Поздоровайся со зрителями. Здравствуйте. Что там было? Так, много было вопросов, почему все разговаривают на русском под предыдущими видео. Сегодня было продолжение, на каком же языке у логопеда занимается Амиран. Амиран занимается на русском языке у логопеда, потому что мы русскоязычная семья. Ну, как бы, об этом даже вопрос не стоял. С ним сразу начали заниматься на русском, потому что это логично, если маленький ребенок. Но я видела, что несколько семей там занимаются, с ними логопед разговаривает на украинском языке. Но это я видела всего лишь несколько раз. Так, там все занимаются на русском языке. Для начала ребенок должен научиться на своем родном языке разговаривать, да, а потом уже со временем он выучит и украинский. Это Нора выучила и нормально в русскоязычной семье. Она потом пошла в школу и нормально стала говорить. Нора, у тебя не было проблем с украинским языком? Никак нет. Ну, так в городе, да, в основном все разговаривают на русском языке, но некоторые перешли на украинский, я в этом не вижу никакой проблемы. Просто некоторые люди до сих пор недоумевают, как же такое может быть. Я так понимаю, в СМИ активно показывают, что здесь, наверное, бьют по губам за русский язык. Продавцы в магазине очень многие говорят на русском языке, особенно я уже говорила. Их обязали перейти на украинский язык в всю сферу обслуживания, но если ты начинаешь с ними говорить я сказала на русский, их обязали перейти на украинский язык, а если ты с ними разговариваешь на русском, они начинают с тобой говорить на русском языке. Но я вам рассказываю так, как оно есть, без всякого. Просто обращайте внимание на мои видео. Видео выходят каждый день на канале, и каждый день, если вы подпишетесь сейчас на канал, не забывайте поставить лайк. В общем, я уже решила сказать, пока не забыла. Если вы будете каждый день следить за моими видео, то вы будете видеть, на каком же языке со мной разговаривают люди в том или ином месте, потому что я показываю свою жизнь, показываю, с кем мне приходится встречаться и сталкиваться, и рассказываю правду. Я сегодня прочитала удивительную научную статью, вот хотела с вами поделиться. Оказывается, Нора, тебе тоже будет интересно, я уверена, ты этого не знаешь. Нет на планете двух людей с одинаковым мозгом. Каждый мозг у нас индивидуальный, это научно доказано. Это точно же так, как с отпечатками пальцев, с сетчаткой глаза. И мозг точно, даже у сиамских близнецов нет одинакового мозга. Их мозг будет отличаться. В общем, тема мозга будет... Нора, не сбивай меня. Тема мозга у нас не изучена. Изучена всего лишь на малый процент, поэтому я сейчас много об этом читаю, потому что сила мысли – это действительно очень важно. Нора не хочет в это вникать, но я думаю, что это юношеский максимализм. Ей это кажется чем-то неинтересным, да, Нора? И я сейчас об этом читаю, мне нравится. Слушаю разные лекции, кстати, на ютубе много таких лекций. Ну, а так в основном книги читаю, так что... Я сейчас, кстати, вот для меня произошло... А раньше я как-то видела мир до 2022 года
белом и черном цвете. Вот для меня было плохое и хорошее, белое, черное, так или не так, правильно, неправильно, хочу, не хочу. Сейчас я поняла, насколько же много оттенков еще есть в палитре. И нет просто плохо или хорошо. Нет черное, белое, зло или добро. Есть еще, конечно, промежуточное между этим всем. Это нужно понять, на это нужно время, чтобы это осознанно принять. Ну, в общем, по мере возможности, когда у меня есть какая-то свободная минутка, допустим, когда Амиран ложится спать, у меня там выдается, то я могу что-то почитать на эту тему. Так что вот так вот. Еще много сегодня поступило комментариев, когда я рассказывала под утренним видео про машинку Зингер, что можно сделать мангал. Многие написали, что они сделали столик. Да, столики я тоже видела из вот этой вот чугунной станины. Сверху уже идеально, ну, просто доску покупают новую. И либо стекло. Еще видела со стеклом столики. Тоже очень красиво получается, мне очень нравится. Поэтому это тоже вариант. Идей на самом деле очень много, человеческая фантазия тут уж безгранична. Сделать можно все, что угодно. Главное, чтобы еще руки с того места росли. Потому что заказывать у мастеров на самом деле очень дорого. Тоже возможно, но это выйдет слишком дорого. Опять все катаются на этих самокатах. Мы сейчас с Норой сидим здесь в одном сквере, и тут гуляют люди с колясочками, с собачками и самокатчики. Самокатчики опять. Не понимаю я вот этих вот езды на самокатах. Ну, это мое личное мнение, так что я имею на это право. Сейчас пойдем еще зайдем в магазин, купим, наверное, кефирчик, творожок. Возможно, ягоды, если сейчас найдем какие-то ягоды нормальные. Кстати, знаете, недавно была в одном супермаркете, не буду говорить в каком. Я не люблю говорить плохое, но я вам просто скажу, что на рынке все вкусное, свежее, да. А вот в воскресенье я зашла, думаю, очень жарко на рынке. Сейчас зайду в супермаркет. Там кондиционер, прохладно. В общем, зашла, я посмотрела, лежали полусгнившие кабачки. Дороже, чем на рынке. Я так понимаю, по всей видимости, их никто не покупает в супермаркете. И такое оно уже все залежено. Я считаю, что товар, я когда-то снимала, кстати, такое. Товар подобного уже вида нужно просто выбрасывать. Но нет, и не продают. Малина, знаете, с такой уже плесенью. Малина была по 180 гривен килограмм. Голубика по 200 гривен килограмм, такая уже сморщенная, как будто это голубика еще, я не знаю, 2020 года. В общем, не знаю, наверное, в супермаркете нам сейчас ягод не удастся купить. Может быть, завтра пойду с утра на рынок. Ну, а так нужно, конечно, пока есть возможность, пока лето, кушать побольше витаминов, чего и вам желаю. Или арбузики, или дыньки, или что-нибудь еще такое, вот малинку. Так что мы побежим. Вам всем хорошего, доброго, тихого вечера, кто уже будет смотреть перед сном. Сладких снов приятных, тихой ночи. И увидимся с вами уже завтра.